Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, июль месяц. Что мне по судьбе? Какие двери в июле для меня будут открыты? Давайте узнаем. Мы выполним этот таро расклад на двух колодах карты. Первая на старших арканах. Это колода романтического таро. Давайте мы узнаем, что же мне по судьбе. Или что, какой вопрос, какая сфера жизни может быть. Какой из старших арканов нам выпадет, что будет в приоритете на месяц? Что, чего это будет касаться или с чем это будет связано, по мнению карт. Карта Императора. И в этой колоде карт нам как раз говорят о том, что, скорее всего, либо какие-то ваши новые начинания, или, может быть, это связано с вашим каким-то проектом, или пусть это связано с вашей работой. То есть мы все равно что-то делаем, организовываем, согласовываем. Наши какие-то действия предполагаются. Но это все для того, чтобы обрести устойчивость, успешность в каком-то вопросе, построение карьеры, буквально согласование каких-то документов в высоких инстанциях. Но мы все это делаем для перспективы. Основное значение в этой колоде карт у нас император показан мальчиком. И здесь мы делаем именно, как знаете, своего рода марафонский забег на долгое будущее, а также по этой карте еще проходит решение материальных проблем. Но с перспективами, как будто на будущее, мы хотим разобраться в июле. Мы хотим точно, четко знать, какие наши возможности, как мы можем выстроить свои приоритеты. По этой карте можем где-то надеяться или взаимодействовать с людьми, которые наделены достаточной властью, или у нас может быть в нашем окружении есть человек, который нас тоже где-то поддерживает. Мы должны быть абсолютно честны сами с собой и, безусловно, непоколебимая воля. Воля к успеху или осуществлению желаемого. Надо сказать, что как раз многие вопросы у вас есть возможность решить. Или надо сказать, что от нашего какого-то намерения или от нашей цели будет зависеть осуществление тех или иных вопросов. То есть мы должны что-то для себя четко совершенно сформировать. И все же карта императора, когда мы надеемся сами на себя. Ну вот давайте, интересно, давайте мы с вами узнаем. На колоде 78 дверей. Какие же двери нам будут открыты? Или что войдет в мою жизнь? В дополнение к карте императора. А что уйдет из моей жизни или что, может быть, закончится? Далее мы достанем на июль 3 карты и по 10-дневке. Первые 10 дней или первая декада. Вторые 10 дней. И третьи 10 дней. Раскроем, конечно, по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Каков июль на финансы, как видят карты. И что у нас будет в личной жизни. Итак, давайте будем смотреть, какие же двери будут перед нами открыты или что войдет в мою жизнь. Королева кубков. Личная жизнь может быть у вас. Продолжением, наверное, может быть где-то темы июня. Или вопросы финансового порядка тоже. По этой карте королева кубков мы можем выстраивать как свое личное счастье. Может быть, это новые отношения. Или мы хотим перевести отношения на совершенно другой уровень. Мы видим, как будто представляем для себя какую-то перспективу. И мы хотим этого добиться. Но нет еще пока какой-то конкретики. Но возможности, мои дорогие тельцы, они будут. Также надо сказать, будет и возможность для решения финансовых вопросов. Но сама карта пока нам не говорит о какой-то конкретике. Сейчас мы посмотрим дальше. Но что войдет в мою жизнь? Наверное, все то, что у вас было. Нет чего-то нового. Но в продолжение темы, можно сказать, это то, о чем вы где-то мечтаете. Это то желание, которое мы хотим превратить в реальность. Давайте мы узнаем, что же завершится. Какая-то история, правда, 6 пентаклей. Это у нас какая-то прибыль,
когда у нас получается решить какой-то финансовый вопрос. И значит, я могу предположить, мои дорогие тельцы, что кто-то из вас реально сумеет какую-то ситуацию финансовую условно переломить. Или каким-то образом, если что-то стопорилось, или какой-то длительный период времени пробуксовывало по финансам, или каким-то образом, ну, не ложилась карта, будем говорить, да, или были периоды ожидания, или вы что-то начинали, потом не клеилось, тоже приходилось где-то, ну, застревать в каком-то одном моменте. А здесь какой-то прорыв может быть, причем неожиданный для вас. Шестерка пентаклей конкретно нам говорит о финансовой победе. И вот 78 дверей – это колода карт очень метафорично. И здесь у нас показана достаточно бедная семья, конкретно изображена, которая открывает двери сама и видит на пороге богатые подарки. И здесь вот как раз мы сами словно открываем двери благодаря приложенным усилиям и можем сказать, что мы словно завершаем какой-то наш проект и видим уже результат. Эта карта сама по себе победы, но нам надо сказать, что эту победу нам впоследствии придется удерживать или как-то разумно распределить средства. Все время смотреть вперед и вперед. Вот то, что нам по карте императора мы говорим, как и про подушку безопасности, так мы выстраиваем собственную стабильность, чтобы из какой-то нашей, может быть, мечты, или пусть просто как цель намерения, совершить что-то конкретно уже в нашей реальности, или какая-то наша мечта приняла зримое очертание. И здесь материальное конкретно воплощение. Материальными вопросами вы будете заниматься, мои дорогие тельцы. Они будут у вас наиболее остро стоять на повестке дня. И я могу сказать, личная жизнь, финансы. И мы раскроем по личной жизни, что нам карты скажут. Как тут пока по одной карте не могу сказать однозначно. А вот то, что по финансам, как будто у нас уже мы увидим результаты, так это наверняка и это точно. По крайней мере, все в наших силах. Давайте мы раскроем каждую декаду. И первая декада у нас 15-й аркан. Вот он выглядит именно так. Это, конечно, как во всех колодах, в колоде 78 дверей, несколько значений. Обратите внимание, есть как бы сущность какая-то, да, она нам прорисована. И двое людей, которые обнаженные, стоят в центре пентакля, в центре звезды. Обнаженность говорит о том, что есть какая-то беззащитность. Вопросы финансов или любовная история, вопросы личных отношений могут проигрываться в первую декаду наиболее остро. Наша задача, при всем при том, что мы себя словно чувствуем вот именно такими беззащитными, как будто не на что опереться, или какая-то ситуация, когда мы не можем где-то распланировать что-либо, наверняка точно, мы еще не видим какой-то конечный результат, и сложно предполагать вообще, как пойдет дело. Это вот все в довершении вот этой вот уязвимости какой-то. Что будет важно знать? Повернуться к своим собственным страхам, какую-то свою проблему увидеть такой, какая она есть. Не рисовать для себя каких-то призрачных, иллюзорных, может быть, концепций на будущее. Ведь тут, понимаете, проигрывается тот момент, ведь это старший аркан вам выпадает. И если мы говорим по аркану дьявол, как раз лучше всего и проигрываются вопросы финансов или нашего физического самочувствия. Значит, есть какая-то проблема, с которой мы должны разобраться вполне конкретно. Часто так бывает. Мы люди, мы не боги. И когда мы сталкиваемся с какой-то неразрешимой задачей, есть риск либо куда-то поторопиться, либо есть желание уйти от какой-то проблемы. А вот как раз в этой колоде нам показывают, что мы должны посмотреть в глаза собственному страху, своим собственным сомнениям. И даже при всем при том, что мы себя чувствуем максимально уязвимыми, наша задача увидеть ситуацию таковой, какая она есть. Скорее всего, это потребует от вас своего рода уборку провести в нашей жизни, и это касается как собственных мыслей или
какой-то составляющей вашей жизни, которая тоже утратила смысл. Почему я так говорю? Предполагается по этой колоде, мы словно наводим порядок в собственной жизни. Без этого как будто совершенно невозможно идти вперед. И у кого-то ведь это может касаться порядок в собственной душе. В каком смысле? Наши страхи, они бывают разные совершенно. У кого-то это страх остаться без денег, а у кого-то это страх одиночества. И значит, даже тот страх одиночества, или когда у нас есть какие-то душевные терзания, волнения, когда мы тоже свою чувствуем где-то ментально в чем-то уязвимость, может быть, в сфере отношений. Надо все равно увидеть то, что есть по факту. Наша задача для того, чтобы словно расчистить какое-то свободное пространство, освободиться от груза прошлого какого-либо или от того, что является балластом. И принципиальная позиция будет заключаться в том, что мы не должны соскочить словно или соскользнуть. Все же это у нас дьявол. В какой-то, как мы говорим, порок или, например, да, вместо того, чтобы, к примеру, мы боремся с депрессией или с какой-то апатией, или мы с чем-то не согласны, что приводит нас как раз вот в это апатичное состояние. Была какая-то ситуация с проигрышем, но мы должны увидеть, что мы хотим достичь, оценить конкретно свои силы и принять, знаете, такое однозначное для себя решение и ни шагу назад. Почему я говорю? Навести порядок, избавиться от всего вот того наносного, ненужного какого-то буквально хлама, мусора, который нам мешает двигаться вперед. Может под этим подразумеваться какие-то наши привычки, потому что по дьяволу мы на них словно можем соскользнуть. Есть своеобразный выбор. Либо мы наводим порядок в своей жизни, либо мы идем на поводу у своих собственных иллюзий или у каких-то своих прихотей. И здесь может быть все что угодно. Это неумение видеть какой-то конкретики, хотя это вам совершенно не свойственно, но ведь у каждого своя ситуация. И вот надо оценить, что есть на данный момент. К примеру, не буквально, может быть, алкоголь нам не поможет, или какие-то другие средства тоже. Они для нас создадут лишь уход от какой-то реальности, а для нас сейчас будет наиболее важно и актуально увидеть, что есть по факту. Столкнуться с собственной тенью, заглянуть страху в глаза. Вот первая декада июля для вас, мои дорогие тельцы, как будто вот так. Вторая декада, наверное, из всего того, что я сказала, у нас идет старший аркан смерть, и мы должны проститься. Сколько не притягивай что-то из прошлого, или не говори, я не могу от чего-то отказаться. А есть определенная часть вашей жизни, это может быть связано, безусловно, у кого-то и с утратами, может быть, утратами близких. Меня люди смотрят из разных стран, и у каждого своя ситуация. И тем не менее, мы все равно должны идти вперед. Есть что-то, что мы не можем изменить, и надо видеть по факту, что произошло. И мы не можем вот так, и карта нам это говорит. Двери открыты. Мы ведь спрашиваем про двери, да, и колода 78 дверей. И если мы говорим про 15-й аркан, первая декада, нет дверей как таковых. Эти двери в нас самих. Либо мы выберем вот какую-то реальность, либо мы уйдем или захотим уйти из нее. Мы чего-то не заметим, но нет того, чтобы нас сдерживало. И здесь прощание с прошлым. Двери открыты. Рано или поздно тот человек, который нам показан сидящим на погосте, выйдет вот в эти ворота. Но лучше раньше принять какую-то реальность, чем буквально затягивать какую-то минусовую ситуацию для себя и не видеть, что есть по факту. Как будто из всего, что могло быть, это вот этот орнамент, который изображен на памятнике погоста, и все, из этой реальности ничего нет. Мы можем где-то потерять время. Вот эти часы песочные, которые у человека в руках, как раз нам и говорят, что время – это, наверное, наиболее ценное, что мы не должны потерять. Поэтому от нашего какого-то важного решения, обратите внимание, еще один старший аркан. Есть то, что мы не в силах изменить. Наша задача – быстрее выйти из какой-то ситуации. Это вторая декада. И третья декада – увидеть все совершенно по-другому. Это у нас 7 мечей. И в этой колоде совершенно другая трактовка, нежели
все, что я говорила раньше, потому что здесь метафорические изображения. Обратите внимание, надеюсь, это видно хорошо. Нам показаны двери и девушка-художник, которая тоже как будто рисует эти двери, но они совершенно не похожи на те, которые она видит. И для нас из области иррационального должны быть какие-то альтернативные варианты. Наша задача на последнюю декаду месяца увидеть какие-то новые возможности. Вот именно, может быть, в каком-то совершенно непредполагаемом для нас виде или в каких-то предложениях или из области иррационального, ну или назовите это альтернативные варианты развития событий. Мы должны быть гибче, приспосабливаться, иными словами, мы должны, чтобы создать свою какую-то новую реальность. Что-то завершается, и чем быстрее мы пройдем этот путь в июле месяце, тем большего успеха мы добьемся. И это по финансам будет наверняка, а здесь мы словно по семерке мечей, именно в этой колоде, мы откроем эти самые двери в будущее, когда мы создаем какое-то свое альтернативное понимание или, может быть, отказавшись, столкнувшись в первую очередь со своей тенью, откажемся от того, что нам уже мешает, от какой-то помехи, которая нам мешает двигаться вперед, но, по крайней мере, не помогает. Есть свой такой период, видимо, для вас, мои дорогие тельцы, когда нужно увидеть, что для вас имеет перспективы, раз, увидеть реальность, два, и не совсем для вас, может быть, это можно выразить в какую-то словесную форму, а именно больше с позиции иррационального, как будто это будет для вас важно. Понимаете, есть, назовите это мечтой или наши какие-то устремления. Здесь мы должны идти вперед и использовать все то, или все те возможности, которые для нас будут встречаться на новом пути. И самое главное, что это будет совсем не то, что мы ожидали. И это для нас своего рода будет ключом, чтобы построить новую реальность. Здесь мы можем столкнуться, как и отчасти с новыми людьми, мы можем с разным поведением людей столкнуться, с быстро меняющимися обстоятельствами, или мы можем себе распланировать как-то одним образом, а дела пойдут совершенно в другом ключе, и мы тоже должны быть к этому готовы. Давайте мы откроем дела, работа, бизнес. Королева Пентаклей, но все то, что вы задумали, оно у вас, безусловно, реализуется, потому что, как ни крути, все же эта карта ваша, как сигнификатор идет, Королева Пентаклей, которая умеет как раз создать порядок, и здесь, более того, показана нам финансовая стабильность, но это потребует от нас, первое, собственных усилий, прикладываемых, само по себе не произойдет что-то, так и, может быть, есть какая-то группа соратников, единомышленников или тех людей, которых мы должны по этой карте буквально использовать, мои дорогие. Два человечка стоят, заглядывают как будто в дверь, и нам уже эта карта говорит, что в двери вот к этой королеве просто так не зайдет никто. К ней зайдет лишь тот, кому она доверяет. И вот эти два, казалось бы, таких необычных человечка имеют доступ к королеве. Именно им она доверяет. Значит, и у нас вот область доверия людям может где-то измениться. Мы можем что-то тут пересмотреть кардинально, но именно им доверит королева свое состояние, и им придется кропотливо вместе с ней работать по карте, пересчитывая все ее сокровища. Вот такие проверенные люди должны быть вокруг вас, и буквально мы удерживаем свое положение, состояние. Мы готовы кропотливо, долго работать, может быть, упорно в плане где-то рутинно, выполнения каких-то постоянных обязательств, но именно это нам как будто гарантирует и успех, и решение всех многих вопросов. Но есть какая-то у нас мечта, пока нам о ней, видимо, ничего не говорят. Давайте откроем, что у нас на финансах, хотя про финансы нам сказали, что порядок. Шестерка жезлов. Шикарно. И в этой колоде, это карта победителя вообще во всех колодах, и надо сказать, у вас выпадает две шестерки, это всегда победа. И здесь, словно вы сами, мои дорогие тельцы, открываете дверь. В этой колоде именно имеется в виду метафора
Либо двери открыты, либо закрыты, либо от наших усилий что-то, прикладываемых, да, зависит, либо мы вообще находимся в такой двойственной ситуации. Вот здесь прорисовка карты, обратите внимание, это мы, когда мы сами от наших приложенных действий, повторяюсь, от наших усилий будет зависеть наша победа. И если мы говорим про пентакли или про деньги, мы спрашиваем, да, финансовый успех абсолютно точно обеспечен, какую-то ситуацию мы можем переломить, мы можем заработать деньги, но здесь как будто через деньги мы еще и обустраиваем свой статус на далекое будущее, и это будет еще ваше признание. Где-то мы можем получить эти самые финансы через смену, может быть, наших должностей, получить как повышение по карьерной лестнице или в бизнесе достичь тоже какого-то прорыва, который для нас новые какие-то финансовые перспективы откроет. И на карте нам показан человек, который сам открывает двери, как будто входит в зал и ему аплодируют. Успех, мои дорогие. И что в личной жизни? У кого-то может быть, вполне вероятно, мои дорогие тельцы, если ваши отношения с учетом королева кубков, да, и мы сказали, что личная жизнь, и здесь у нас верховный жрец, безусловно, это где-то прообраз, когда мы делаем все по традициям, по закону, по законам вселенским, когда мы какие-то вопросы, может быть, оформляем в высоких инстанциях, у кого-то буквально венчание, часто предложение руки и сердца. Почему я говорю, если ваши отношения, была какая-то дружба, здесь они могут перейти на новый уровень. Увы, у кого отношения не сложились, могут проходить и вопросы развода тоже. Но здесь по личной жизни все то, что подлежит традициям, стилю, то, что принято в вашем обществе, это где-то и документы тоже. Мы не нарушаем как закон, так и наоборот, мы как будто прочувствовали то, что действуя по какому-то регламенту или то, что мы говорим принято, это для нас как и дополнительная уверенность в завтрашнем дне, так и буквально оформление каких-то юридических вопросов, документов или решение вопросов разбирательствами даже в каких-то высоких инстанциях. Хотя я не могу сказать, что есть какие-то разбирательства, но вот завершение, может быть, какого-то вопроса с учетом выпавших карт. Здесь вполне может быть карта Иерофанта или Верховного Жреца в колоде карт 78 дверей. Это сама по себе стабильность, уверенность в завтрашнем дне. И когда вот все то, что я говорила по императору, мы практически можем достичь действительно в двух сферах жизни. Дела, работа, бизнес и деньги. И личная жизнь, как будто создать из какого-то хаоса порядок. Но все будет зависеть от наших приложенных усилий и от того, как мы откажемся от всего того, что утратило смысл, что нам мешает. Как-то мы пересмотрим, проанализируем раз и навсегда, чтобы закрыть дверь в прошлое. Перекладывайте на себя, будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие тельцы.